Всем привет! С вами Дэн, и у нас сегодня Zealous, сингапурский микробренд, который очень популярен в России. Я когда-то давным-давно вам много видосов на него снимал. С тех пор давненько, кстати, давненько не было Zealous'ов на обзоре. Очень их любят у нас в телеграм-чате, обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании к этому видосу. Ну и давайте открывать. Это новиночка, которая вот только-только вот вышла буквально, сколько, может, недели 3 назад. Спасибо Алину, который мне в очередной раз помог с доставкой часов. В этот раз из Сингапура. Его ссылка на его телеграм в описании к видосу. Ну, короче, хватит болтать. Смотрим, чего тут у нас в коробочке понапришло. Вижу уже традиционная такая от Zealous. Вот эта вот карточка, очень красивая, алюминиевая, прозрачная, гарантийная карта с номером, с датой. Круто, вот за это прям всегда такой максимальный респект. Ну, я смотрю, упаковывать они стали по-другому, уже коробок деревянных нет, уже вот такой прям сразу идет кейс. Блин, класс, вот это, кстати, в хозяйстве, что называется, пригодится, это круто. Это круто. Не знаю, кожа или под кожу. Ну, наверное, какая, как всегда, да, это типа эко-кожа. О! Ха-ха-ха! Заговорился, от восторга называется. А у нас этот кейс на 3 часов, так что можно в путешествие брать. Ну ладно, главное это не кейс, а как раз сами часы, такие они небольшие. Мне очень понравилась эта модель, долго думал, какую выбрать, и выбрал именно вот эту версию, она с циферблатом, который полностью покрыт люмом. Значит, это называется модель Zealous Swordfish Field 38 мм и версия Frost, да, мороз, замороженная, ну как раз здесь такая белая, как раз, кстати говоря, зимняя, под снег, под мороз, ну и полный люм, мне такие версии иногда очень даже нравятся. По стоимости они по предзаказу были $350 и $399 уже когда предзаказ закончился. Ну, плюс-минус $400. Достаточно невысокая цена, она чуть выше, чем, например, топовые бренды на AliExpress. Но в целом я бы сказал, что они чуть дешевле, чем, например, большинство микробрендов, которые можно приобрести. Значит, по характеристикам давайте сразу снимем все лишнее, а тут лишнего у нас, ага. Так, значит, раз, и два, и три. И быстренько так все на опыте, можно сказать. Нет, вот еще 4. Все, свободен. Итак, значит, Zealous у нас и сталь браслет 316L. Как я уже говорил, суперлюминовый, полностью покрыт циферблат BGW9, плюс также покрыты стрелки. Механизм внутри Seiko NH38, даты у него нет, так что у нас никакой там лишней позиции заводной головки не будет. Водозащита 200 метров, стекло плоское сапфировое с внутренним антибликовым покрытием. Есть, как я уже сказал, несколько вариантов этих часов. Ну и, собственно, все. По ценам я вам уже рассказал. Ну и давайте с ними знакомиться. И первое, что мне заинтересовало еще даже на рендерах, это, конечно, браслет. Я здесь узнаю браслет, который стоит на некоторых Сан-Мартинах. Я думаю, что источник этих браслетов явно один и тот же. Абсолютно такое же качество. Классный браслет, мне он очень нравится. Я думаю, что в такой ценовой категории это, конечно, прям the best. Очень здорово сделано. Но вообще, Zealous, может быть, поправьте знатоки, возможно, что Zealous давным-давно уже такие браслеты ставит. Но вообще, если вы не очень знакомы с тем, как происходит все в Китае, есть фабрики, которые делают конкретные запчасти, и у них покупают и швейцарцы, и японцы, и микробренды, и сами китайцы это делают. Да? Вопрос иногда только в качестве отделки. Я вам могу сказать, что здесь браслет с нижней части отполирован отлично. Он немножко островат для тех, кто трясется вообще по поводу остроты, то вам, наверное, подойдут только браслеты от Seiko 5.
Так, ну, в кавычках, шутка, шутка. Вот. Здесь есть такая вот резкая геометрия, резкий переход. Мне нравятся подобного плана переходы, выглядит брутально. Вот. Но если проводить пальцем, да, ну ничего здесь нигде не режет, не цепляет. Но нужно опять же отдавать себе отчет, что вот да, они как бы вот так сделаны резко. Здесь какого-то скругления нет. С верхней части есть уже скругление, вот такое вот мягкое, да, дополнительная грань с зеркальной полировкой. Ну, в принципе, такие браслеты вам уже несколько раз показывал, здесь ничего нового нет. Застежка есть, опять же, вот с этой вот кнопочкой, которая впервые появилась на браслетах Christopher Ward. Потом, соответственно, ее некоторые микробренды стали заимствовать, вот такой, я имею в виду такой подход. И в том числе вот Zelos. И у Сан Мартин тоже похоже есть. Но застежки разные, застежки разные. Да, есть вот эта кнопочка с дайверским расширением, нажали, и у нас дополнительно 1,5 сантиметра практически. Это классно сделано, хорошо нажимается. Я бы сказал, что в плане, наверное, нажатия она будет поудобнее даже, может быть, и чем у Криса. И удобнее, чем у Сан Мартин, потому что толще, видите, вот эти края застежки сделаны потолще, и фиксация там, опять же, выше получается, вот эти зубчики, они под 2, наверное, миллиметра, поэтому она резче застегивается, но ее нужно фиксировать, да, и именно вот таким планом сделана эта застежка. У Сан Мартин немножко по-другому. Круто, за это лайк, хорошая застежка на двойном таком фиксаторе, в принципе, здесь, в общем, все. Но она крупная, она крупная. Если вы не очень любите крупные застежки, в повседневке, в повседневной носке, это будет, может быть, не самое приятное, тем более, смотрим, да, у нас тут корпус, а здесь такая застежечка бакли, да, крупноватая. Поэтому биться об стол будет, может быть, где-то будет и мешать, и будет набирать царапины. В общем, в зависимости от ваших предпочтений, нужно понимать, да, пухлая. Давайте сразу по размерам, прям не заинтересовал, что-то я бросился на браслет и застежку, но вот какие-то у меня такой настрой был, хотелось именно их проверить. Да, 7,6, я бы сказал, что это очень много, 7,6, 7,5, и, ну, к тому же браслет здесь тонковат относительно такой застежки. 3,3, не знаю, зачем именно такую сделали, ну, немножко диссонанс, на мой взгляд. Высота часов 12,1. Не сильная разница. И здесь браслет у нас 20, и от ушка до ушка 43,8. А вот по ранту давайте глянем. Рант здесь меньше, чем корпус, 36,7. А сам корпус, ну вот в этой части посмотрим, 39, да, ну 38. 38. 38. Хороший размер, универсальные часы. Кому-то покажутся маленьким, особенно относительно вот этой вот огромной лошадиной застежки. Но. Давайте посмотрим, как на моем запястье. Мое запястье 18 с половиной в обхвате, и сами часы, посадочка здесь супер. Потому что, во-первых, этот браслет очень удобный, он тонкий, он стелется как шелк, как вот мне очень нравится. Ушки достаточно длинные, видите, и первое звено браслета, оно идет практически, ну, не то чтобы параллельно корпусу, нет, он все-таки вниз загибается, но как бы немножко так вот распластались, что называется, на запястье, поэтому они выглядят, может быть, даже чуточку больше, чем эти самые 38 миллиметров. Я думаю, что, наверное, я бы хотел эти часы на каком-нибудь черном матовом ремешке, может быть, на натовском ремешке, потому что браслет, ну, он здесь скрывает вот этот вот очень интересный корпус с этими длинными классными ушками, с этой вот интересной геометрией. Да, я вот, наверное, вот вообще по-другому смотрится. Вот вообще по-другому смотрится. Браслет это немножко скрывает. Тем не менее, браслет классный. Но, как я говорю, мне кажется, застежка здесь не от этих часов. И в целом, наверное, эти часы лучше будут на ремне. И, наверное, уже завершая тему браслета, скажу, что здесь есть система быстрой замены ремешка, так что можно ставить что угодно. Ну и рыба-меч здесь на задней крышке. Класс. И, кстати, модель лимитированная, 300 штук каждой версии выпущено, и этот номер проставлен на задней крышке. Здорово. Ладно, все. Идем дальше. Заводная головка достаточно крупная, значит, ей удобно оперировать. Подзаведем сеечку и давайте немножко подвинем стрелочки, чтобы у нас циферблат был максимально свободен.
Так, значит, стрелочки мы с вами разместили. Заводная головка, как мне кажется, немножко может быть крупновато относительно этого корпуса. Здесь есть люм, это классика от Zelos. Люм имеется, наплывы небольшие защитные есть. И здесь комбинированная отделка, сатинирование плюс зеркальная полировка. Зеркальная идет по ранту, по верхней части корпуса, ну и все остальное. Еще верхняя часть вот этой вот небольшой защиты. Все остальное идет сатинирование. Такой корпус немножко бочонок с очень интересными массивными гранями. Все это переливается, перетекает. Очень неплохо сделано. Очень неплохо сделано. И классный здесь цифер. Матовый, белый, и вот эти как раз есть зимние акценты. Да? Голубое здесь как раз зубчики метки, голубой наконечник у стрелки и матовый черный люм, как делают тут те же Seiko, например, на некоторых своих моделях. Здесь стрелки. Поэтому читаемость здесь просто таки бомбическая. Стрелки, на мой взгляд, немножко, может быть, плосковатые. И в целом, знаете, вот, как мне кажется, классный цифер, но скажу свое мнение. Мне кажется, некоторые есть диссонанс. Слишком, может быть, толстые относительно этого небольшого цифера стрелки, слишком, может быть, крупная заводная головка, ну и слишком крупная застежка. Вот, поэтому я бы сказал, что, может быть, хотелось бы здесь стрелки какие-то и поменьше, Но это такое дело вкуса. В плане отделки здесь все супер. Я бы сказал, что по качеству отделки, по корпусу, по браслету, это, в принципе, эти часы соответствуют верхним моделям от San Martin. Ну и в целом можно сказать, что они и примерно стоят столько же. Чуточку дороже, но не сильно и дороже. Но нужно понимать, что у San Martin все-таки основная часть номенклатуры это Хамажи, а у Zelos, естественно, модели своего дизайна, своих разработок. И за это, конечно же, огромный лайк и плюс Zelos. По-моему, Ильшан зовут владельца Zelos, который, собственно, всем этим и заправляет. 167,5 грамм у нас на полном браслете. В принципе, немного. Ну и давайте, ну так, на всякий случай, попикаем у нас на сапфире. Так, давайте рассмотрим циферблат поближе. Очень прикольно сделано. Черное к черному, голубое, акцентики. Здесь все здорово. А знаете, когда вот на макро смотрю, мне уже стрелки что-то крупными и не кажутся. Наоборот, тут такое бруталити. Ну, наверное, модель больше, да, вот на любителя. Кому нравятся вот такие вот переходы, бруталити, наверное, и понравится крупная заводная головка и крупные стрелки. В плане отделки, смотрите, да, здесь все очень даже на высоком уровне, особенно относительно цены. Эти часы все-таки стоят очень и очень недорого. Ну, что хочу сказать по итогам. Безусловно, модель на любителя в том плане, что здесь есть оверсайз такие моменты. Это застежка, заводная головка и стрелки. И все вместе, вот стрелки с заводной головкой, в принципе, как мне вот сейчас уже немножко присмотрелся к этим часам, и кажется, что окей, сочетается. Но, возможно, не всем понравится. Это первое. И второе, я думаю, что, конечно же, эти часы предназначены для какого-нибудь хорошего, толстого, плотного кожаного ремешка. В плане отделки, в плане характеристик и цены здесь все на отличном, высоком уровне, поэтому, как всегда, Zelos подтвердил свое качество. Ну и опять же, мне очень понравился вот этот вот дорожный, так сказать, кейс, который идет в комплекте, который сам по себе где-нибудь там на AliExpress тысяч, да под 5, наверное, может стоить отдельно. Вот, поэтому пишите, как вам эта модель, какие Zelos, может быть, еще раз добыть на обзор. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.